שנה לאחר מכן, אין חשמל, אין תרופות ואין כמעט אוכל. Приближается 2022 год. Все стремительно развивается и меняется вокруг нас. Нам, живущим в Израиле, кажется, что сама Библия ожила, и скоро станут реальностью все самые таинственные пророческие знаки. Появление личности Антихриста, знак зверя, восстановление третьего храма. Все политические события и природные катастрофы последнего года как будто кричат миру о том, что вот оно, последнее время, о котором писали авторы священных книг. Израиль и все, что с ним связано, также повод задуматься над библейскими строками о конце времен. Все библейские знаки и пророчества важны, даже если непонятны. Но в наше время произошло так много очевидного, понятного, открытого всем, что это никак нельзя игнорировать. В этом видео мы расскажем о нескольких самых явных признаках, указывающих на конец времен и скорое возвращение Иешуа. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. רק הולך ומחמיר. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». Храм Ирода был разрушен, а Иерусалим разграблен в 70-м году нашей эры. Слова Иешуа исполнились. Если вы продолжите читать дальше Евангелие от Луки, то узнаете и о других страшных бедствиях. Большинство из них относятся к уничтожению Иерусалима римлянами. Главный признак того, что мы живем в конце времен, это восстановление Израиля и возвращение Иерусалима под еврейское управление. Эти великие события около 2000 лет казались невероятным. Но согласно Библии, Иешуа возвратится в Израиль, а именно в Иерусалим. Поэтому логично связывать уникальные исторические события с признаками последнего времени и возвращением Иешуа. После 2000-летий небытия и череды иностранных правителей на территории, где когда-то был древний Израиль, 14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион объявил о восстановлении еврейского государства, сказав, чтобы быть реалистом, нужно верить в чудеса. За 2500 лет до этого пророк Исаия бросил, казалось бы, невероятный вызов. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Но свидетели этого события еще живы. Они видели это. Чудо произошло при их жизни. Иешуа когда-то провозгласил, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Когда же наступят эти времена? Думаю, что уже настали. В июне 1967 года Израиль одержал чудесную победу, одолев значительно превосходящие по численности армии арабских государств. Этот конфликт назвали шестидневной войной. По итогам этой войны евреи вернули себе Иерусалим спустя почти 2000 лет, исполнив тем самым важное пророчество Иешуа из 21 главы Евангелия от Луки. Пророк Исаия видел чудесное будущее, когда возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. В середине 20 века в это практически было невозможно поверить. Но молодое государство Израиль
разработала такие революционные сельскохозяйственные методы, что в наше время даже на песке фермеры получают небывалые урожаи. Несмотря на конкуренцию, Израиль стал одним из самых крупных экспортеров роз в Европу. Антисемитизм. Он существует с тех пор, как Авраам был призван Всевышним, чтобы стать благословением для народов земли. Прошли тысячелетия, но ничего не поменялось. Антидефамационная лига, еврейская организация, следящая за антисемитскими настроениями в мире, отмечает рост уровня антисемитизма со времен Второй мировой войны. Чем же это можно объяснить? К сожалению, у антисемитизма нет логики. Кому-то выгодно разжигать среди людей вражду. Я бы назвал это темными духовными силами. Убедительная ложь, исповедующая всемирное благо, нужно освободить мир от евреев. Кто-то совершенно серьезно об этом рассуждает. Наверное, также когда-то фараон Египта, уничтоживший еврейских мальчиков, или царь Ирод, приказавший убивать всех младенцев до 2 лет. Ну и, конечно, невозможно забыть, что сделал Гитлер. Кампания ненависти к евреям продолжается, потому что великая история искупления еще не закончена. Поскольку еврейский народ и Израиль играют важную роль в пророчествах о последних днях, кто-то делает все возможное, чтобы противостоять Божьему плану. Основной козырь, который используют сегодня, чтобы возбуждать ненависть к еврейскому народу, это яркая антиизраильская, а значит пропалестинская ложь. Она окружена гуманизмом, полна жалости, но не к Израилю, чье существование постоянно висит на волоске, а к изгнавшим самих себя так называемым палестинским беженцам. Арабы, покинувшие Израиль в момент провозглашения его независимости, поняли, что своих же собственные правители обманули, уговорив покинуть свои дома, где им ничего не угрожало. Но до сих пор и обманутые, и обманщики тешат себя мыслью, что надо только скинуть евреев в море, и все станет как когда-то раньше. При очень маленькой площади, отсутствии природных ресурсов и стратегического морского порта стоит задаться вопросом, почему Израиль постоянно находится в центре мировых споров. Такое ощущение, что Израиль в эпицентре кипящего котла. В окружающих его арабских странах постоянно возникают и укрепляются воинственные группировки. Они несут послание, которое слышит весь мир и практически соглашается с этим, что за все беспорядки на Ближнем Востоке несет вину Израиль, что если бы евреи отдали землю назад палестинцам, в мире наступил бы мир и терроризм бы прекратился. Это самое далекое от истины утверждение. Если внимательно посмотреть, то в военных действиях на Ближнем Востоке принимают участие все нации, физически или информационно. Более того, создаются условия для военных стычек. Но когда очередной обманутый антисемитизмом народ решит пойти против Израиля, то на самом деле он пойдет против его Бога. Таким людям надо быть осторожными. Противостояние с Израилем направлено против Бога Израиля. И будет в тот день. Сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. Итак, посмотрите, что происходит. Израиль и Иерусалим стали еврейскими. Рассеянные по всему миру евреи возвращаются в свою землю, в землю своих предков, обещанную в Библии. А многие и к своему Богу. Все эти признаки наводят на мысль, что время его пришествия близко.